Здравствуйте, меня зовут Александр Алхимик. Накопилось очень много вопросов по вопросу плоской Земли, и я начинаю отвечать на некоторые из них. Вот вопрос. А почему тогда можно увидеть полярную звезду, находясь в Москве и Нью-Йорке? Ведь расстояние тоже более 14 тысяч километров, и никакие капли этому не мешают. А этот вопрос возник потому, что вы меня не поняли. Сейчас я вам объясню, что значит расстояние 14 тысяч километров. Но прежде я хочу объяснить, откуда взялись эти расстояния. Вот карта плоской Земли. Из теории плоской Земли мы знаем, что диаметр Земли более 40 тысяч километров. Берем радиус. Радиус 20 тысяч километров. Округляем. Берем другую карту, где материки более хорошо видны. В карте есть масштаб. Расстояние от Москвы до Северного полюса примерно 5000 километров. Расстояние от Нью-Йорка до Северного полюса примерно 6000 километров. Я имел в виду расстояние от Австралии до Северного полюса. Да, от Австралии до Северного полюса более 14 тысяч километров, так как от Австралии до Москвы 14 400 с лишним километров. Следующий вопрос. Почему небо южного и северного полушарий совершенно разные? Почему к северу от экватора мы видим полярную звезду, к югу от экватора мы видим Южный Крест? Кажется, что существует два совершенно разных полушария, на которых расположены созвездия. Но это не так. Существует всего один плоский диск сверху нашего плоского диска, на котором расположены все созвездия, звезды, туманности. Определим линию экватора. Ровно половина земного диска. Радиус до экватора, r маленькая, 10 тысяч километров. А я предполагаю то, что на открытой местности можно увидеть все звездное небо северного полушария. Северного полушария в кавычках. Думаю, этим ограничен предельный радиус обзора видимости до горизонта. Есть вычисление орбит Солнца по России. Лето, зима и осень, весна. Летом Солнце движется по максимально близкой к нам орбите, к России и Канаде. И у нас наступает лето, тепла нам достается больше. Зимой Солнце уходит от России и Канады и становится ближе к стене. И на экваторе всегда тепло. По вычислениям движения Солнца лета, осени, весны и зимы находится орбита Солнца летом. Радиус освещения Солнца равен радиусу половины земного диска, 10 тысяч километров. 10 тысяч километров в радиусе – это предельная видимость неба до горизонта. Все остальное мешает туманность. А перспективы нету. Предполагали, что есть перспектива, из-за которой не видно Солнца ночью, не видно горизонт бесконечности, но мы видим звезды наверху, и там невероятно высоко. Мы видим звездные светила. Никакой перспективы не наблюдается. Мы видим не одну звезду, мы видим созвездий и много созвездий. Видимость ограничивается лишь попадающими в наш вектор видимости капель к наблюдению, которые создают туманность, если их много. Берем расстояние до экватора. Это максимальная видимость до горизонта. Дальше мы ничего не можем видеть из-за капель, из-за туманности, из-за пыли. Может возникнуть вопрос, а можем ли мы увидеть дальше, чем 10 тысяч километров? И ответ да.
Он очевиден. При условии того, что мы не будем смотреть в туманный барьер, даже если будут облака, мы сможем увидеть дальше, чем 10 тысяч километров. Например, с берегов Аргентины видна полярная звезда, а с берегов Австралии она не видна. Теперь посмотрите на этот рисунок, я его нарисовал в масштабе. И он объясняет, почему с берегов Аргентины, хотя от Аргентины до Северного полюса 18 тысяч километров, а от Австралии до Северного полюса 14 тысяч километров. Этот рисунок объясняет, как капельки жидкости в векторе наблюдения создают туманность. Из берегов Австралии полярная звезда не видна, а с берега Аргентины она видна, потому что берег Аргентины очень далеко от моря находится. И мы смотрим только через облака. В ясную погоду в Аргентине будет видна полярная звезда. Ограничение предельной видимости неба до горизонта в 10 тысяч километров условное. То, что называется звездной картой северного полушария, это на самом деле плоская карта. На ней расположены созвездия северного полушария, в центре действительно находится полярная звезда. И так далее. Большая Медведица и все остальные звезды и звездные системы, созвездия, которые мы все знаем. Она находится над куполом, она никак не искажается, она крутится. Мы их видим. Эти созвездия видны до экватора. Где видна полярная звезда? Был вопрос, где видна полярная звезда? Она что, резко исчезает? Нет, она резко не исчезает. Она видна практически на всех материках, кроме Австралии. Предельный радиус видимости 10 тысяч километров – это звездного неба. И мы смещаемся в любую сторону, мы видим вокруг звездное небо 10 тысяч километров. Ну вот где 10 тысяч километров в конце мы не видим ничего. Это в ясную погоду. В туманную погоду или в дождливую мы видим меньше. Намного. Настолько, насколько есть облака, вода, капли и туман. Звездная карта за экватором другая. А на другой половине плоского диска располагаются другие созвездия. Южный крест, треугольник, южный треугольник, феникс и другие. Жителям северного полушария они могут казаться незнакомыми, а для южного, да, они их видят, для них они знакомы. Существует только одна карта звездных созвездий, их не две. Дело в том, что за экватором над куполом находится вода. Купол изогнут. Звезды находятся над водой, звезды крутятся. Все, что над изогнутым куполом и над водой, кажется крутящимся в другую сторону и вокруг сигма-октанты, вокруг пустых мест в океане. И кажется, что существует две звездные карты, но звездная карта всего одна. Все звезды и созвездия в нашем плоском диске крутятся вокруг полярной звезды. На этом все. Задавайте вопросы. Всего доброго.